Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, вот мы с вами связали несколько мотивов, и теперь их нам нужно между собой соединить. Соединять я их буду белой пряжей и с помощью большой вот такой толстой иглы. У меня есть вот такие пластиковые иглы, специальные для вязаных изделий, но они слишком широкие. Даже не то, что сама игла, а вот ушко этой иглы очень широкое. Я попробовал, конечно, вот это огромное ушко сюда постоянно пропихивать и растягивать лишний раз не хочется, поэтому я буду использовать обычную вот такую металлическую иглу. Она у меня была в наборе, просто в обычном, в самом, вот, который на бумажной подложке, такие иголки обычные продаются, и там у меня была такая игла. Либо вы можете просто посмотреть иглу-цыганку, вроде так она называется, но у меня тоже есть, но она чересчур острая, я посмотрел, а она не сильно острая, и я уже попробовал, она нормально будет здесь сшивать. Также я уже попробовал соединить эти мотивы с помощью крючка. Я вот так их друг к другу приложил изнаночной стороной и хотел крючком вот просто за вот эти крайние косички одного мотива и крайнюю вот эту полупетлю другого мотива соединять просто соединительными петлями, вот так пройтись. Но все равно мне не понравилось. Шов получается достаточно толстый, а я хочу, чтобы он у меня был максимально плоский. Поэтому я сейчас буду соединять просто иглой и нитью. Сшивать мотивы я буду по парам. То есть вот я возьму сейчас два мотива, сошью их вот так по одной стороне, затем отложу, возьму другие два мотива, опять сошью по одной стороне, отложу. И так у меня будет 3 пары, а уже потом между собой я их буду вот так полностью здесь сшивать. Сшивать я их буду таким образом, то что они будут лежать у меня вот так, изнанка к изнанке, то есть изнанка к изнанке. Я их буду сшивать за косички, то есть вот, который у меня ближний мотив, я буду брать половинку косички, которая дальняя, а который у меня сзади мотив, половинка косички, которая ближе ко мне. И вот так я буду вставлять иглу в дальнем мотиве сверху вниз, а в ближнем мотиве получается снизу вверх. Вот таким образом. Затем следующая петля сверху вниз, а здесь снизу вверх. И таким образом буду сшивать мотивы. Беру свои первые два мотива и здесь ищу самый угловой столбик с одним накидом, который у нас был. Вот мы здесь провязывали 3 столбика, вот самый угловой. И с другой стороны также. Вот у нас 3 столбика, и вот он самый угловой. Я беру иглу и вставляю сверху вниз за вот эту дальнюю половинку косички. Сверху вниз. А здесь, в этот же угловой столбик, за дальнюю вот эту половинку косички, я вставляю наоборот, снизу вверх. И продеваю уже нить. Продеваю вот до конца. Протягиваю, что у меня там останется, кусочек. Все. То есть вот этот маленький кусочек я его здесь оставлю. Пусть он у меня тут болтается, потом уже, когда мы все соединим, я его здесь уже потом спрячу. И если что, потом можно будет за этот хвостик немножечко подтянуть и здесь затянуть нашу работу. А сейчас продолжаем сшивать, вставляем иглу уже опять в задний мотив, за половинку косички всегда, сверху вниз, уже в следующую. И здесь также в следующую, только уже снизу вверх получается. И прошиваем. Чересчур сильно не затягивайте, если что, можно будет потом подтянуть. Опять следующая косичка, сверху вниз, а здесь наоборот, следующая косичка снизу вверх. И прошиваем. И таким образом каждую следующую косичку сверху вниз, здесь снизу вверх. Прошиваем вот эти первые два мотива до угла. Когда я подойду к углу, я вернусь и покажу. Итак, вот я прошил первые два мотива, дошел до угла. Сейчас передо мной столбик, который самый угловой. И в том мотиве тоже. И я вставляю в угловой столбик заднего мотива, вот за ближнюю ко мне петлю, сверху вниз. И здесь также снизу вверх в угловую петлю за заднюю половинку прошиваю. Все, я сейчас здесь обрежу эту нить, немножечко хвостик оставлю, вот как с этой стороны. А когда уже по другой стороне мы будем сшивать наши вот эти половинки, эти хвостики, я посмотрю, как они здесь будут лежать, вот эти швы. И сзади, с изнаночной стороны, я, наверное, завяжу на узелки между собой вот эти хвостики, которые будут у нас здесь в пересечении. И также сейчас можно, если вдруг что, иглой просто поправить, вот так, например, все вот эти петли, чтобы они все были в одинаковом натяжении, какая-то не была сильно расхлябанная, какая-то не была сильно затянутая. Ну, вы на глаз просто посмотрите, чтобы у вас все было ровно. Ну и также вы сильно не перетяните, учтите, что мы будем блокировать, у нас будет все растянуто, просто на глаз прикиньте, чтобы у вас все было аккуратно. Итак, я сшил свои половинки.
И теперь вот я уже начал сшивать их между собой. А хвостики, которые у меня с предыдущих вот сшиваний моих остались, они у меня просто болтаются, пусть болтаются, я их потом еще подтяну. И сейчас я взял вот уже половинки между собой. И здесь уже вот соединил просто по прямой, так же как мы и здесь все это дело соединяли. И я дошел до угла. Эти хвостики я туда сейчас наизнанку запихаю, чтобы они мне тут не болтались. Все, теперь смотрите, вот я дошел до угла. То есть я сейчас соединился в столбике, которые перед угловым. То есть по сути следующий столбик у нас должен быть угловой. Вот он. Я сейчас в него также, то есть мы в него уже соединялись один раз, и мы теперь второй раз в него соединяемся также сверху вниз и с этой стороны в этот же, который мы уже в него соединялись, снизу вверх. Я также соединяюсь, все как обычно. И теперь мы начинаем соединять уже следующие наши половинки. Также вставляем крючок в тот же угловой столбик, в который мы уже соединялись, сверху вниз. И также на этой половинке, только получается снизу вверх мы это все дело делаем и прошиваем. Вот эти хвостики сейчас наизнанку я туда пропихну, и мы их между собой затянем, чтобы у нас вот эта дырка, сейчас я вам покажу. Так, мы дальше прошиваем, получается, уже в следующую. То есть все по очереди, по порядку в петли, как мы и раньше делали. Сейчас я немножечко здесь прошью, чтобы не так сильно у меня здесь все это дело болталось. Вот я сшил все свое полотно. Вот эти вот дырки, это у меня еще здесь ничего не подтянуто. То есть вот я просто сшил, у меня со всех сторон здесь еще болтаются вот эти хвостики. И вот сзади с изнаночной стороны вот эти хвостики тоже здесь болтаются. Я их сейчас между собой здесь затяну на 2 узелка, а затем я буду просто посмотрю, вот так иголочкой здесь все, вот эти петли нашего шва подтяну, чтобы у меня все смотрелось более-менее ровно и аккуратно. Что у меня получится, я вернусь и вам покажу. Вот я сейчас на изнанке взял вот эти 2 хвостика и просто здесь на 2 узла завязал. И теперь здесь сейчас вот так буду подцеплять вот этот шов, который у нас там был. Вот прям вот так пополам собрал, чтобы было удобней цеплять. И вот так буду постепенно вот подтягивать весь вот этот шов до края, вот до нашего хвостика. И таким образом я сделаю здесь вот эти все швы. Итак, вот я подтянул все свои швы. То есть, как видите, они у меня здесь получились вообще идеально ровные. И на ощупь здесь они совершенно плоские. То есть, вот как этот шов выглядит сблизи. Посмотрите, вот он вообще идеально плоский. И в центре у меня получилось вот такое здесь аккуратное соединение. Здесь, когда я подтягивал, естественно, длина нити увеличилась, и я просто здесь крючком вот так провязал эту косичку, чтобы она у меня обратно туда-назад не уходила. Но сейчас мы будем приступать к обвязке, и, конечно же, я этот хвостик обрежу, и останется у меня там какая-нибудь ниточка, и я ее просто спрячу под столбиками. Сейчас приступаем к вязанию по кругу, и начало у нас будет в том же месте, где у нас и начинались последние ряды. То есть вот здесь, в самом центре. Вот он, наш центральный столбик без накида, и здесь столбик с накидом. Я в него вставляю крючок, беру нить и соединяюсь. Просто вот я протянул нить, как обычно я это делаю, немножечко ее вытягиваю сюда, чтобы хвостик был здесь небольшой. Затем обе петли, точнее обе нити, хвостик и основную нить протягиваю в эту петлю, все это дело вытаскиваю. И за вот этот хвостик мы затягиваем нашу петельку. Все, и сейчас вот так в вязание под столбиками мы его спрячем. Этот ряд мы будем обвязывать столбиками с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 воздушными петлями подъема. Одну петлю вот мы уже сделали здесь. И еще 2 выполняем. 1, 2. Первый столбик готов. Теперь накид. И в следующий столбик с накидом провязываем столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик с одним накидом. И таким образом провязываем столбики с одним накидом. Вот сейчас вот до этого места соединения у нас здесь. И я вернусь и покажу, как мы здесь вяжем. Итак, вот я здесь дошел до угла. То есть передо мной те самые 3 столбика, которые были на самом углу. В первый из этих столбиков я провязываю столбик с одним накидом. Обычно в вершину, как мы и вязали. Следующий у меня столбик. Он самый угловой, за который мы уже соединяли вот этот наш шов. И за эту одну петлю мы провяжем сейчас столбик с 2 накидами. 2 накида.
И за эту одну петлю этого углового столбика, за дальнюю, провязываем столбик с 2 накидами. Теперь опять 2 накида на крючок, и уже в следующий столбик, то есть за другую петлю уже следующего мотива, которую мы также соединяли, мы туда же провязываем столбик с 2 накидами. При этом нить мы подтянули, придерживаем, чтобы ее сейчас замкнуть под столбиками. Провязываем столбик с 2 накидами. Почему я здесь решил вязать столбики с 2 накидами? Потому что здесь у нас, грубо говоря, вот такая впадина небольшая. И чтобы компенсировать немножечко по высоте, я здесь решил провязать столбики с 2 накидами. Вот эту нить можно подтянуть, и можно даже на узелок сейчас где-нибудь сзади можете просто завязать. Все, далее мы выполняем накид, и уже начиная со следующего столбика, то есть вот это 3-й столбик из 3 наших угловых, мы вставляем крючок уже за обе петли вершины столбика. Только вот эти мы провязывали за задние, как и соединяли. И 2 столбика с 2 накидами, 1 и 2. Все, а дальше мы продолжаем вязать просто по одному столбику с 1 накидом в каждый следующий столбик. И также здесь на соединении уже следующих мотивов тоже провяжем за вот эти петли, за которые мы уже соединяли, по одному столбику с 2 накидами. И вот так у нас здесь получается. Все, вяжем так до угла. Как вяжем на углу, я вернусь и покажу. Итак, вот я довязал свое полотно до угла. Передо мной самые вот эти 3 угловые столбика. В первый из этих 3 столбиков мы провязываем 1 столбик с 1 накидом. А вот в этот угловой столбик провязываем 3 столбика с 1 накидом. То есть так же, как мы и вязали вот в предыдущем ряду. Ну, грубо говоря, вот в обвязке, которая у нас была. В угловой столбик вяжем 3 столбика с накидом. Все, а далее в каждый следующий столбик провязываем просто по одному столбику. А когда мы дошли до места соединения, где у нас узкая сторона, то есть вот у меня по узкой стороне 2 мотива. И так как здесь 2 мотива, то количество столбиков у меня всего здесь получится четное. И тогда у меня не сойдется следующий рисунок. Нам нужно нечетное количество столбиков, поэтому вместо соединения я здесь добавлю еще 1 лишний столбик. Мы, как обычно, провязываем столбик с 2 накидами. Вот здесь в крайнюю нашу вот эту петлю нашего самого среднего вот этого столбика углового. Только я в эту петлю провяжу не 1 столбик с 2 накидами, а 2 столбика. Сделаю еще 2 накида и еще 1 столбик сюда провяжу. Все, далее 2 накида, и мы уже в следующий угловой наш вот этот столбик провязываем столбик с 2 накидами. И вот так у нас в этом месте получается. Все, то есть если на длинной стороне у меня сейчас 3 мотива здесь, и здесь мы провязали 2 столбика. Один в одну петлю и второй во вторую петлю. Здесь мы провязали 2 столбика и 1. То есть получилось 3 столбика. И теперь у меня по этой стороне получится нечетное количество столбиков. И точно так же я сделаю на противоположной стороне. Когда я подойду к обвязке, то я сюда провяжу 2 столбика и потом 1 столбик уже в следующий угловой столбик. Итак, провязали наш первый круговой ряд до конца. И здесь мы просто соединились в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. И я сейчас буду менять цвет, поэтому я обрезаю нить. И я сейчас спрячу этот хвостик. Я вам напоминаю то, что вот по вот этой длинной нашей стороне у нас должно быть 153 столбика с 1 накидом, не считая самых угловых. То есть вот у нас здесь провязано 3 столбика в углу, вот этот угловой я не считаю, и уже начиная с этого и уже до следующего самого углового, то есть здесь я угловой уже не считаю, вот вместе с этим 153 столбика с 1 накидом. А по узкой стороне, точно так же не считая угловых, у меня 103 столбика с 1 накидом. Сейчас приступаем ко второму круговому ряду. Вот я здесь уже соединился новым цветом, как обычно я здесь везде соединялся, я уже много раз показывал. И сейчас этот хвостик я спрячу, а мы делаем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Но если вы меняли цвет, тогда мы сделаем сейчас 2 воздушные петли подъема. Этот хвостик я сейчас вот так буду вплетать в рабочую вот эту нашу цепочку. Вот он, первый столбик с 1 накидом. Теперь выполняем еще одну воздушную петлю, как арка. Теперь выполняем накид,
пропускаем следующий столбик. Вот я начал с того столбика, где у нас были 3 воздушные петли подъема. Следующий столбик мы пропускаем и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид, пропускаем следующий столбик и в следующий столбик с одним накидом. Опять одна воздушная петля, пропустить следующий столбик и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать до угла. Одна воздушная петля, пропустили один столбик и в следующий провязываем столбик с одним накидом. Вяжем таким образом до угла. Как мы провязываем на углу, я вернусь и покажу. Итак, провязали наши все ячейки до угла. И вот от самого начала у меня получилось 63 вот такие ячейки. То есть вот я считал вот так. Раз, два, три. И вот таких у меня 63 ячейки, клеточки. И теперь вот я дошел до наших угловых столбиков. То есть перед этими 3 столбиками у меня получился вот столбик с одним накидом. И мы по рисунку также выполняем одна воздушная петля, накид. Вот этот первый столбик из этих 3 мы пропускаем. В самый угловой провязываем столбик с одним накидом. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид. И в этот же столбик мы провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть вот такой у нас получается здесь уголок. А далее мы уже вяжем как обычно. Одна воздушная, накид. Следующий столбик пропустили и в следующий провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная, один пропустили, в следующий столбик с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. А на углах будем провязывать вот таким вот образом. Итак, провязали ряд до конца. Здесь я выполнил последнюю одну воздушную петлю. И тут по рисунку мы последний столбик пропускаем и соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 3-му круговому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, как арка, накид. И в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная, накид. И в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. И мы этот ряд точно так же, как и предыдущий, просто будем вязать вот такие ячейки. И сейчас провяжем таким образом до угла. И как мы вяжем угол, я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал ячейки до угла. То есть я сейчас уже соединился в столбик, который у меня был в предыдущем ряду, в углу. И передо мной сейчас угловая арка из 3 воздушных петель. Мы здесь выполняем одна воздушная петля, накид. И в эту арку провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть вот таким образом мы здесь сформировали вот такой уголок. Затем у нас одна воздушная петля, накид и уже в следующий угловой столбик предыдущего ряда, получается, который был, мы провязываем столбик с одним накидом. Затем у нас пошли одна воздушная, столбик с одним накидом, в следующий столбик. Одна воздушная, столбик с одним накидом, в следующий столбик. То есть вот так у нас здесь получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 3-й круговой ряд до конца. И в конце мы просто соединились в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. И здесь и сейчас эту нить обрежу, и следующий ряд я буду вязать другим цветом. Теперь приступаем к 4-му круговому ряду. В этом ряду мы будем провязывать только столбики с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема, но так как я здесь поменял цвет, у меня здесь уже есть одна воздушная, и я провязываю еще 2 воздушные. При этом вот так я кладу этот хвостик, я уже показывал, замыкаю его под косичкой. И таким образом вот я сделал первый столбик с одним накидом в первый столбик. Теперь в следующую арку одной воздушной петли выполняем столбик с одним накидом. Затем столбик с одним накидом в следующий столбик. Столбик с одним накидом в следующую арку. И таким образом провязываем ряд
до конца, точнее до угла. Как мы вяжем угол, я вернусь и покажу. А сейчас просто в каждый столбик по столбику и в каждую арку также по одному столбику с одним накидом. Итак, вот я провязал все столбики. Последний столбик выполнил в столбик, который у нас перед угловой аркой. А теперь в эту угловую арку мы провязываем просто 5 столбиков с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5. Затем накид, и уже в следующий столбик мы провязываем столбик с одним накидом и пошли опять повторять, как мы уже вязали. В арку один столбик и в столбик в следующий также один столбик. Только в угловые арки провязываем 5 столбиков с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали наш 4-й круговой ряд до конца, выполнили последний столбик, и здесь в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединились соединительной петлей. И я уже здесь обрезал нить, я буду снова менять цвет. Итак, я поменял цвет, и мы приступаем к 5-му круговому ряду. Сейчас нам нужно выполнить первый столбик с одним накидом. Если вы цвет не меняли, то выполняем 3 воздушные петли. Я сейчас выполняю 2 воздушные петли, при этом хвостик я, как обычно, вплетаю вот в эту цепочку воздушных петель. Все, вот он, первый столбик с одним накидом готов. Теперь выполняем еще одну воздушную петлю, как арка. Этот ряд мы будем провязывать вот такими нашими клеточками. То есть я выполнил 3 воздушные петли как столбик и 1 воздушная петля еще как арка. Теперь выполняю накид. Следующий столбик, который у нас был в арке, мы его пропускаем. А в следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. То есть мы уже так вязали эти клеточки. Здесь просто столбики с одним накидом, 1 воздушная, столбик, который был в арке, пропускаем, и в следующий столбик с накидом. Опять 1 воздушная, 1 пропустили, и в следующий столбик с накидом. И таким образом провязываем до угла. Как мы вяжем на углу, я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал столбики до угла. Передо мной 5 столбиков с одним накидом, которые были в угловой арке. Мы здесь выполняем 1 воздушная, накид. Вот этот первый из 5 столбиков пропускаем, а во второй выполняем столбик с накидом. Затем 1 воздушная. В самый центральный, третий столбик из этих 5 получается, мы провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и еще 1 столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Затем 1 воздушная, столбик с одним накидом в следующий столбик, получается в 4-й из этих 5 столбиков. 1 воздушная и самый крайний 5-й столбик мы пропускаем, и уже в следующий столбик, который у нас уже на прямой части идет, мы в него провязываем столбик с одним накидом. И далее мы уже провязываем таким образом ряд до конца, 1 воздушная, 1 пропустили, и в следующий у нас столбик с накидом. Так, ну тут понятно. Вот на угловой части у нас получается вот так. То есть в первый и в 5-й столбик мы не провязываем, а провязываем во второй 1 столбик, а в третий вот так 2 столбика. И между ними здесь везде по 1 воздушной петле. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я провязал ряд до конца, и в конце я просто соединился соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к следующему ряду, он у меня будет последний. Выполняем в следующую арку соединительную петлю, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Затем выполняем 3 воздушные петли и выполняем соединительную петлю в самую первую из этих 3 петель, то есть вот, которую мы сделали сразу после столбика. Вставляем крючок и провязываем соединительную. То есть это мы выполнили пико из 3 воздушных петель. Теперь выполняем 1 воздушная и в следующую арку, то есть столбики мы пропускаем, в следующую арку выполняем столбик без накида. Теперь опять 3 воздушные, 1, 2, 3, соединительная петля в 3-ю петлю от крючка, 1 воздушная,
столбик без накида в следующую арку. Опять 3 воздушные, 1, 2, 3, соединительная петля в третью петлю от крючка, 1 воздушная, столбик без накида в следующую арку. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждую арку столбик без накида. И между столбиками у нас пико из 3 петель плюс 1 воздушная петля. И так мы вяжем абсолютно в каждую арку и даже на углу. Когда мы дойдем, мы также у нас будет столбик без накида, пико плюс 1 воздушная. Столбик без накида, опять пико с воздушной, столбик без накида. И так абсолютно в каждую арку. По завершении работы обрезать нить, спрятать хвостики и заблокировать нашу салфетку. Также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Инстаграм есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому вы публикуете работы, на которые вас вдохновили мои видео. Я их с удовольствием просматриваю, лайкаю, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если что-то непонятно или есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться, тут очень интересно, много классных видео и еще много всякого классного у меня в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь и там тоже. А с вами был я, Эд. До скорого.